Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня, как и всегда, по традиции, новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодня я взяла для себя, может быть, не самую свою любимую раскраску Марии Тролли «Дивная луна», но в целом как бы Мария Тролли неплохой иллюстратор, а здесь тоже есть масса интересных иллюстраций, которые мне нравятся. Тут я, в принципе, иду по порядку. Так вот, как она у меня появилась. И карандашами раскрашиваю, и акварелью. Тут вот фон был гуашью. В прошлом месяце я раскрашивала вот эту иллюстрацию. Она мне как бы нравилась, но я просто сказала, что вот эти мне очень нравятся, и хорошо бы их раскрашивать тоже, продолжить по порядку. Но это было уже ближе к концу месяца, и мне, честно говоря, не хотелось браться, пусть и за такую интересную иллюстрацию, но довольно масштабную. Вот, поэтому я выбрала ту. Собственно, спасибо вам за лайки и так далее. Очень приятно. Ну, в общем, а сейчас месяц все же длиннее. К тому же еще начало месяца, поэтому я с удовольствием начну раскрашивать здесь. Да и потом бывает так, что иной раз и за один вечер все раскрашивается. Так, ну, естественно, что здесь я буду раскрашивать карандашами. Вот эти листочки я хочу раскрасить карандашами Лира Рембрандт. Как раз у меня есть тут подборочка зеленых карандашей. Таких вот. Сейчас еще найду желтый и такой темно-темно-зеленый. И приступлю. А над остальным подумаю потом, какими именно буду красить. Может быть, из фикс-прайса возьму. Кстати, а может быть, лучше вообще фикс-прайсовский сразу взять. Не знаю. Да, все-таки решила я, что соскучилась я по фикс-прайсовским карандашам, поэтому пораскрашиваю именно ими. Хотя, с другой стороны, здесь достаточно много зелени. Ну ладно, короче, приступлю к этим листочкам. Ну, по поводу, да, всего произошедшего с Ютубом и так далее. Пока я писала такие только посты, там, да, просила где-то зарегистрироваться и так далее. Потому что видео были сняты впрок, вот сейчас уже снимаю по факту. Ну, что могу сказать? Я как выкладывала видео здесь, так я и буду их выкладывать. Но понятное дело, что я, в принципе, знаете, процентов на 99,9 уверена, что все наладится. Если даже что-то еще усугубится, то оно в теории все равно должно наладиться. Ну, исходя из здравого смысла. Вот. Даже если, хотя сейчас ощущение, что происходит какое-то безумие, да, вообще везде, но исходя из здравого смысла, это должно наладиться, потому что, как бы, YouTube это довольно большие, скажем так, вложения и тому подобное, и вряд ли кто-то захочет все это терять. Вот. Просто для тех, кто не в курсе, понятное дело, если кто не снимает или у кого еще там, не знаю, монетизация не подключена, еще что-то, я просто поясню, что, по сути, вот этим решением же нагнули же не только нас, да, как бы,
Дело в том, что нагнули всех, кто снимает для русскоязычной аудитории. Неважно, где живет. Ну, то есть, например, да, живут люди, например, в Испании, да, они уже там давно живут, к примеру, да, там платят налоги, кстати, со своего дохода с Ютуба. Вот, но, допустим, снимают на русском, и, соответственно, аудитория у них русскоязычная. Понятно, тоже может быть из разных стран, но в целом подавляющее большинство. И, соответственно, мы смотрим их, а рекламы там не видим. Соответственно, они тоже пострадают, они посмотрят статистику, и у них возникнут вопросы, что мы вроде как граждане другой страны, а мы же страдаем, вот, и платим налоги, правильно? Соответственно, и та страна тоже не досчитается налогов. Много, и в том числе, да, там, ну, короче, вы понимаете, о чем речь, то есть нагнули не только нас, к слову. Поэтому я не думаю, что это как-то в теории продлится долго, никто не захочет терять, не говоря о том, что если, допустим, для нас не идет какая-то реклама, да, то, в принципе, опять же, это же рекламодатели не вносят какую-то сумму. Просто сначала, дело в том, что статистику, эта ситуация длится с 1 марта, но статистику они попридержали. И как раз именно вчера вышла статистика с задержкой. И первое, что, ну, как бы мне, честно, не пришло вообще письмо, потому что я работаю с партнеркой, мне сразу, в общем, и не пришло письмо, мне Оксана прислала письмецо, что вот такая вот ситуация. Вот. А первое, что я, проснувшись утром, увидела, это статистику, весьма для себя дикую, понимаете, очень дикую статистику. Вот. Ну, я не буду уже рассказывать, но, скажем так, непривычную для себя. Не с той суммой, которая там всегда бывает. Поэтому я очень удивилась, думаю, как так? Стала смотреть просмотры, опять думаю, не поняла, как так? Должны быть другие суммы. Ну и потом вот выяснилось. Я вообще хочу поблагодарить всех тех, кто подписывается на меня в Дзене, но вот я сейчас до выяснения обстоятельств, конечно же, буду и там выкладывать. И, скорее всего, на момент выхода этого ролика уже будет ссылка, возможно, на Рутуб. Пока я не знаю. Мне вообще не свойственно прыгать с ресурса на ресурс, тем более, что я говорю, я YouTube именно люблю, очень люблю. Да, конечно, это часть моей работы. Но, опять же, это же, понимаете, многим, кто не в курсе, кажется, что мы тут гребем лопатой деньги. Да нет, как бы, это небольшие суммы, но, в принципе, это, ну, по факту, знаете как, это такой бонус для хобби даже, в принципе. То есть, да, его можно тратить куда хочется, но, в принципе, это лишь небольшой бонус для хобби, например, тоже хобби, да, на него тратится гораздо больше, поверьте, денег, чем получаешь взамен. А если говорить о времени, то время тратится на съемки еще больше, по крайней мере, в моем случае. И не думаю, что, например, кто очень сильно пытается злорадствовать, сам готов был бы за там несколько тысяч рублей по 8 часов в день снимать. Вот. Ну, поверьте, не захотели бы вы это делать. Но, тем не менее, я YouTube люблю больше. И, собственно говоря, понимаете, какая штука? Вот, например, тот же самый Дзен,
он в этот же день, то есть вот 4 марта, он нам и показал, как рад. И тем, кто уже с дзеном, и тем, кто пришел. То есть на самом деле, казалось бы, наоборот. Вот звездный час, да, когда люди, ведь мы-то переходим не по зову сердца, а по обстоятельствам, да, а кто-то там уже давно сидит. И казалось бы, вот оно, что сейчас и рекламодатели пойдут, и все пойдут. А получилось как? Они вечером уже опубликовали, что мы теперь не будем вам платить деньги за рекламу. Там за какие-то действия подписчиков, понимаете? Ну, а я всегда как бы к дзену, ну, так себе относилась, честно скажу. Мне, во-первых, постоянно в Яндексе выпадали какие-то статьи, которые, честно говоря, нервировали, к правде отношения не имеют, но очень сильно нервируют. Вот. Ну и, в принципе, мне это все было не очень понятно. Ну и вот сейчас видно, как они нам всем рады, в кавычках. А получается, что и наказали тех, кто с ними по зову сердца. Я вчера почитала комментарии. Что касается Рутуба, то тут тоже такой момент, все неоднозначно, потому что, например, видео обрабатывается очень долго, потом оно становится на модерацию. Модерация, например, с 3 часов ночи. И сейчас 10-15 утра, и все это дело продолжается. Ну, как бы, это не только у меня продолжается, потому что, да, мы с девочками общаемся, переписываемся и по бьюти ютубу, с кем дружим давно, и, короче, да, такое себе дело. Вот. В любом случае, до выяснения обстоятельств, если я оставлю ссылку на Рутуб, я прошу тоже меня поддержать. Вот. Если уж что-то с Ютубом случится, вдруг, ну, мы же не можем действительно на 100% знать, и главное, мы не сможем никак на это повлиять, как вы понимаете, вот, тогда придется куда-то переходить. Ну, вот пока из таких вариантов только либо Дзен, либо Рутуб. Куда конкретно? Сейчас у меня больше материала уже на Дзене, благо это проще сделать. Вот. С Рутубом пока не знаю. У меня много раз не складывалось с Дзеном. Еще в давнишние времена до ведения канала на YouTube у меня с Рутубом не складывалось, но сейчас там вроде все более понятно. Ну, в общем, где конкретно, в случае чего я останусь, я без понятия. Поэтому пока поддерживаете и там, в дальнейшем будет видно. Конечно, если все с Ютубом наладится, то, ну, как бы, я не знаю, вряд ли я заброшу те ресурсы, да, но, вернее, я, скорее всего, оставлю какой-то один, наверное, ресурс. Но YouTube будет основным, тем более я понимаю, что он всем как бы проще, потому что, ну, мы еще смотрим и зарубежных, в том числе блогеров. Так я вообще это точно смотрю. Поэтому, в общем, вы меня поняли. Вот. Но здесь я ничего бросать не собираюсь, потому что я вложила сюда много душевных сил, не только физических. Сюда вложено очень много чего. И когда, знаете, многим девочкам вообще, я знаю, уже пишут такие вещи, что вот, вы здесь были ради денег. Девочки, мальчики, ну, если вы взрослые люди, я могу так сказать, а вы ходите на работу бесплатно? Вы будете бесплатно ходить на работу? Вряд ли. Если это пишут, например, дети, то просто подумайте, а ваши родители будут ходить бесплатно или не будут. Получать деньги за хобби не постыдно. Постыдно совершать скверные поступки. А работа, какая бы она ни была, она не постыдная. Что касается блогерской работы. Блогерская работа, она нужна, иначе бы нас не смотрели. Вот. Поэтому, я надеюсь, вы все поняли.
Ну и блогеры очень популярные сейчас, тоже всякие выслушивают. Мне, собственно говоря, никто гадости не писал, слава богу, да. Ну вот блогеры очень хорошие, у которых тоже много подписчиков, там все дела, которых я смотрю, и я к ним действительно хорошо отношусь. Сейчас получают сообщения такие злорадные. Но знаете что, вы не злорадствуете, потому что эти люди платят налоги. Вот, между прочим. К слову сказать, во-первых, соответственно, и, ну, получается, не получат дохода, не заплатят налогов, а в казну не поступят деньги. Вот. А, как вы понимаете, налоги нужны для того, чтобы их дальше как-то распределять. То есть это круговорот такой. Не говоря о том, что если, да, блогер не получил зарплату, он тоже как-то будет урезать свои доходы, соответственно, другие люди тоже не получат деньги, не заплатят тоже что-то в казну, не купят что-то себе и откажутся от каких-то услуг, соответственно, а возможно это будут ваши услуги. Вот, если там у блогера нет еще источника какого-то дохода, то и он решит пойти искать себе, как многие говорят, иди работай работу. Вы знаете, у блогера очень много навыков, за которые работодатели будут с радостью готовы взять. И как бы ни получилось, что на ваше место. Поэтому не злорадствуйте. Вот. Это я так. Я по-доброму. Я надеюсь, вы не будете это воспринимать на личный счет. Вот. Я просто очень часто вижу вот эти дрязги и просто хочу пояснить для тех, кто не в курсе. Вот. Так что вот как-то так. YouTube, блогерство – это такая же работа, честная и непростая, как вам на первый взгляд кажется. Потому что если вы считаете, ой, блогер, чего там, сидит дома, снимает себе свои видосики, а вот вы попробуйте. Вы попробуйте, например, поехать в отпуск, да, и не расставаться с камерой. Обычный человек как делает? Спокойненько так собирается в поездочку, да, например, без камеры, без всего, просто собирается, приезжает там в аэропорт или на вокзал, может там попить кофейку, еще чего-то, и как бы он не снимает ничего, ну, может сделать пару фоток, да, а блогер на протяжении всего этого времени снимает, и в поездке снимает, и везде снимает, и по факту это, знаете, с одной стороны мы к этому привыкли, это кайф, но это напряжение. Дома, когда мы снимаем лайв-влоги, ну да, мы же это снимаем, понимаете, иной раз, например, даже ту же уборку сделать быстрее без съемок, чем еще как-то поставить штатив, поставить камеру. Вы попробуйте. Попробуйте, вы знаете, пожить в режиме блогера хотя бы несколько дней. Все станет понятно. Вот. А потом еще нужно и смонтировать, и подписать, и все дела. Там очень много вот этих всех таких моментов. Вот. А потом как бы если даже что-то приключится с Ютубом, но мы снимать-то, скорее всего, не перестанем, даже если везде перекроют оплату. Но единственное, что только раз уж это будет хобби, то, наверное, это очень быстро отразится. То есть снимать-то мы не перестанем то, что мы привыкли, но мы будем, наверное, переключаться на что-то еще другое, и таким образом видосов-то будет меньше. К слову сказать. То есть бросать, например, никто не будет, да, но когда это становится хобби, то снимают свободное от остальных занятий время. Вы захотите смотреть просто телевизор, сомневаюсь. Просто мне действительно, знаете, слава богу, мне гадости не пишут, но я вот, например, смотрю, как иногда очень хорошим блогерам, девочкам там пишут,
Сейчас вот такие злорадства, вы знаете. Не, ну правда, слава богу, их все равно мало. Но мне вот как-то обидно становится, потому что я вижу, например, там какие-то блогеры настолько тоже выкладываются, стараются, что вообще. Да. Вот. Ну, в общем, я буду здесь тоже выкладывать, как и выкладывала. Потому что сначала у меня, конечно, было масса эмоций по этому поводу. Но я подумала, все обдумала и решила, что, конечно, ну, знаете, как минимум у меня около 2000 роликов на канале, я вряд ли их все скачаю, а на компе я их не держу. Никогда в этом не видела смысла, хотя напрасно. Но, к слову сказать, вы знаете, вот тоже такой момент, который я обнаружила с дзеном. Но я снимаю, как правило, в хорошем разрешении, насколько позволяет телефон, но он у меня нормальный. Когда монтирую, стараюсь тоже поддерживать нормальное разрешение. В самых крайних случаях, если ролик очень длинный, могу как-то там совсем ужать. Но дело не в этом. Так вот, на YouTube видео загружается вообще прекрасно. Быстро там обрабатывается, все дела. Если же в этом формате загрузить на Дзен, у меня 2 дня ролик обрабатывается. Собственно, это уже не актуально, потому что я просто скачала с YouTube свой ролик. И немножко в более сжатом формате получается он, я закачала на Дзен. Это обработалось буквально моментально. Так что тоже такой есть момент, что тут еще... Да. Радостно, конечно, все это дело. Потому что за всем этим стоит масса душевных сил и всего прочего. И много, понимаете, очень-очень много лет. Кстати, когда мы приходили на YouTube много лет назад, многие из нас даже не знали, что на нем можно зарабатывать. И у нас это все действительно имело такое реальное хобби. Для нас это было. И главное, никто из нас не считает позорным на этом зарабатывать. А вот кто бывает сейчас от многих слышу, что да, но ведь сейчас же, получается, и приходят, зная, что уже можно зарабатывать на этом. И четко к этому идут, но при этом почему-то возводят это в ранг какого-то позора. Это тоже очень странно. Вы знаете, все, что честно, все не позорно. Не позорно работать. Насчет попросить помощи, знаете, если что-то у человека случилось, я не вижу в этом ничего плохого, что человек может попросить. Также можно попросить поддерживать канал. То есть это опять такая, да, просьба, которая... там нет обмана. Плохо только единственное, когда люди бывают, наживаются и обманывают. Это да. А так нормально. Да. Ну вот, когда я так все обдумала, пришло какое-то понимание этой ситуации, конечно, стало полегче, но, честно, все равно, вот я встала с утра, я понимаю, что у меня какая-то такая тревога, потому что, ну, ой, да. Интересно, насколько продержится Икеа? Действительно до мая, до конца мая? Или же все-таки раньше откроется?
Не, ну на самом деле, если бы народ не побежал все скупать, открылись бы уже сегодня. Не, я Икею люблю, но я считаю, что, ну, как бы, если они нас не уважают, ну, go home, как говорится, что называется. Почему нет? Ну и потом, существует масса аналогичных магазинов, которые с радостью к нам пришли бы. Может быть, даже и к лучшему было бы. Наверное. Не знаю. Ну, потому что, например, я не знаю, помню, когда Икея никогда не была дешевым магазином, но она никогда не была дорогим магазином. То есть раньше там и акций было больше, чем сейчас, поэтому, не знаю. Я, в принципе, за выбор, за то, чтобы было много разных магазинов, чтобы был выбор, кто куда хочет, тот туда и ходит. Но расстроилась бы я, если Икея уйдет? Да, наверное, нет. Наверное, нет. Несмотря на то, что вот у меня тут много чего из Икеи, я их люблю, но вот именно сказать, что на них свет клином сошелся, нет. Ну, я надеюсь, опять же, все наладится, и все будет как прежде. Ладно, как-то это видео такое вот получилось болтательное, пораскрашивала я только листочки 26 минут. Ну, зато, знаете, это вот в режиме в таком вот можно понять, сколько у кого чего время уходит. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, следите за сообщениями в Инстаграме, ВКонтакте, в сообществе здесь. Я желаю, конечно же, вам здоровья, настроения, вдохновения, мира, добра. До скорой встречи. Всем пока-пока.